Привет, друзья! Замечательная задача, но 8-й профильный класс не справился с ней. Решило только 2 олимпиадника. Дана равнобедренная трапеция, большее основание АД равно 4, высота CH 2 и угол Б 105 градусов. И нужно найти площадь этой трапеции АБЦД. Ну вот Наташа, которая решила эту задачу, покажет свое решение. Ну что ж, Наташа, тебе слово. Угол А и угол Б в сумме дают 180 градусов, значит, угол А 75 градусов, а углы при основании равнобедренной трапеции равны, значит, угол D тоже 75 градусов. Ну, сразу же угол С в треугольнике CHD равен 15 градусам. А дальше что? А дальше, говорит, мы рассмотрим треугольник АСД, который хорош тем, что у него есть угол 75 градусов и высота в 2 раза меньше основания. Это замечательный. Вообще говоря, равнобедренный треугольник, и сейчас я это докажу. Я построю равносторонний треугольник CMD на стороне CD и соединю А и вершинку, а потом опущу перпендикуляр. Вот так. Теперь дам буквы. Это М, это К, здесь прямоугольный треугольничек. Поскольку треугольник МЦД равносторонний, то угол D в нем 60 градусов, значит, вот этот уголок будет 15 градусов. Ну, стоп. Тогда треугольники DKM и CHD равны между собой. Вот этот треугольник и вот этот равны по гипотенузе и острому углу. Ну, а значит, равны их катеты. И КД будет равно CH и равно 2. Но тогда АК равно 2, ведь все АД4. Ну, отсюда следует, что вот эти отрезки равны АК и КД, а значит, равны треугольники АКМ и ДКМ по двум катетам. Ну, тогда гипотенузы равны АМ и МД, и это будет одна черточка. Теперь, внимание, рассмотрим треугольники. Вот этот треугольник АМЦ и треугольник АМД. АМД. Они тоже равны. Давайте подумаем, почему. Вот этот уголок будет у нас 75 плюс 75, 150 градусов. Вот этот угол у нас 60 градусов. Ну, тогда вот этот угол будет тоже 150 градусов. Все. На треугольнике АМЦ, АМЦ и треугольник АМД равны между собой. Ну, отсюда как раз и следует, что АС равно АД и равно 4. АС равно АД равно 4. Вот такой первый крупный шаг этого решения. Теперь Наташа говорит, я все удалю. Мы получили то, что нам нужно. Вот удалилась у нас та сторона, которая была нужна. Ну, давайте мы ее восстановим. Вот так. И мы сказали, что АС4. Ну, теперь по теореме Пифагора очень быстренько находим AH. AH это будет корень квадратный из 4 в квадрате минус 2 в квадрате. Корень из 12 или 2 корней из 3. Ну, а дальше всем известно, что отрезок AH это А плюс Б пополам. И площадь нашей трапеции ABCD будет попросту равна AH на CD. AH на CD. И равна 2 корней из 3, умноженное на 2, 4 корней из 3. Спасибо, Наташа. Замечательное решение. А второе решение покажет нам Андрей. Ну вот, Андрей, пожалуйста, что ты здесь увидел, что ты здесь делаешь? Андрей говорит, я отдельно рассмотрю треугольник CHD. Нарисую даже его отдельно. CHD. Вот так. Это прямоугольный треугольник с катетом 2, это С, H, D, и углом D в 75 градусов. Тоже замечательный треугольник. Если провести в нем медиану, которая будет равна половине гипотенузы, то мы получим равнобедренный треугольник. О, CTH с углами 15-15 градусов при основании. Тогда вот этот уголок будет у нас
30 градусов. 30 градусов. И если мы проведем в этом треугольнике высоту к гипотенузе, то она будет в прямоугольном треугольнике лежать против катета. Вот в этом прямоугольном. Эта высота HG лежит против катета равного 30 градусов. Поэтому если обозначить x, то HT будет равно 2х. Ну а вся вот эта гипотенуза будет равна 4х. Ну, дальше все, дальше пошла алгебра. Обозначим hdy, и окажется, что по теореме Пифагора y в квадрате плюс 2 в квадрате 4 равно 4х в квадрате 16х в квадрате. И площадь можно найти двумя способами. Как половина произведения катетов, либо как половина произведения CD на HG. То есть гипотенузу на высоту. То есть удвоенная площадь равна 2y с одной стороны и 4х на х, то есть 4х в квадрате с другой стороны. Ну вот все, решаем системку. Надо домножить на 4 второе уравнение системы. Получим y в квадрате плюс 4 равно 16х в квадрате и 8y равно 16х в квадрате. Вычитаем из первого уравнения второе, получаем y в квадрате минус 8y плюс 4 равно нулю, откуда y первое, второе, 4 плюс-минус корень из 12, плюс-минус 2 корней из 3. Из 3 нам подходит и 4 минус 2 корней из 3. Тогда получилось, что hd 4 минус 2 корней из 3. А сколько будет AH? AH будет 4, минус 4, минус 2 корней из 3. Просто 2 корней из 3. Да, 2 корней из 3. А теперь, говорит он, я отрежу этот треугольничек и вклею вот сюда. Вот так. Получается треугольничек АФБ равен нашему этому треугольнику. Тогда площадь нашей трапеции замечательной будет равна площади прямоугольника. Какого? F, C, H, A. Вот так и вот так. Все. Ну, запишем это, что S нашей трапеции равна площади прямоугольника, а площадь прямоугольника – произведение длины на ширину. 2 корней из 3 умноженное на 2, снова 4 корней из 3, и задачка решена. Спасибо, комбинация получилась алгебраического геометрического способа. Ставьте лайк, ребята старались. До новых встреч, с вами был Валерий Казаков, пока.